Всем самое доброе утро. У нас уже на самом деле обед. Я сегодня снимала тренировки. Вот у меня котяра тут. Кстати, сейчас покажу. Итак, тут вот у меня котяра. Мышь пытается поймать. А здесь, смотрите, ничего нет, потому что я ее продала. Большущий дом, 1,70 м. Для кошки продался. Потому что мой кот за 2 недели, вот эта вот наглая морда, ни разу на нем также не посидел. Вообще, от слова совсем. Я оставила только вот эту вот штучку. Это гамак вообще подвесной, но он у меня так лежит. Вот кот там иногда лежит. А вот он балдеет с этими мышами. Ну, в общем, не зашло оно ему. Я ее продала. Забрали очень быстро. Наверное, за 2 дня. 2 дня она. За 2 дня ушла. Так что вот так. А сегодня мы займемся с вами интересненьким. Сейчас расскажу, чем. Будем рисовать интерьерную картину. Но не просто картину. Будем использовать краски, губку для растушевки. Потом вот такую пупырчатую. Это я буду застилать сейчас стол, потому что все выможу, конечно же. Вот такую вот штукенцию необходимо. И разные кисточки. У меня их 3 штуки. Короче, буду делать. Первое у меня не получилось. Я ее выкинула. Поэтому сейчас попробуем вторую. Я тут ее чуть-чуть примяла. Думаю, если не получится, то вообще все равно. Попробуем. Буду по ютубу смотреть и повторять. Потому что самостоятельно у меня ничего не получается. Буду пока что делать за кем-то. Главный художник у нас вот сидит, коробку от красок караулит. А вот что у меня получилось. Вот такая, сейчас я ее, смотрите, мои руки. Вот такая у меня получилась картина. Вот, давайте подальше. Вот так вот. Неплохо, неплохо. Мне понравилось. Единственное, что я не смогла... у меня, короче, вот это вот не такое должна была быть лопатка. Поэтому получилась вот эта вот штука, вот видите, какая-то невнятная. Должна была быть так, более выделяющаяся. У меня не вышло. Так что вот так. Я еще краешки сейчас позакрашиваю и поставлю ее сушиться. Ну, из красок у меня основные краски, вот эти цвета. Черный только остался, а эти все уже почти закончились. Так что вот, все, ну, одна картина. И вот эти вот я не использовала, мне они тут не нужны были. Губочки основное использовала. Ну и, конечно, вот эти вот. Это вот антистрессная бумажка. Все, надо все мыть, потому что если оно засохнет, оно потом намертво. У меня здесь уже пол грязный, короче, надо все мыть. Сейчас докрашу чуть-чуть и потом конечный результат покажу. Итак, вот она высохла. Моя первая картина. Кокосик. И вот так вот она смотрится. Куда поставлю, еще пока не решила, пока будет здесь стоять. Так что вот, интересненько. Мне вообще понравилось вот этими всеми техниками интересными рисовать. Попробую потом следующую в пастели. Будет у меня цветы пастелью нарисованы, посмотрим, получится или нет. Надеюсь, что получится, потому что это получилось. И я, если честно, была прям в шоке, потому что думала, что ничего не получится у меня. Но нет, недооценивала себя. Так что вот так вот издалека смотрится. Там вот эта рамочка стояла, вот это. Потом я переставлю куда-нибудь. Так что вот так вот мое художество. Котярик. Кокос, скажи всем привет. Всем привет от Кокоса. Всем самое доброе утро. А у нас тут, смотрите, что Кокос сделал. Я с ним не погуляла сегодня утром, потому что я спала, это было 4 утра. И вот он вырыл мою защиту от кота. Она там, правда, немного прохудилась с одной стороны, и с этой стороны он ее и выкупал. Так что вот так будем убираться. Мне пересадить этот цветок. Но мне мама уже вырастила новый, так что, может, я потом пересажу новый туда цветок. Мистер Кот, что вы скажете в свое оправдание? Эта земля тебе была очень необходима, да? Да? Вот так. Всем привет, ребята.
Отличный сегодня день. Расскажу, чем я сегодня уже с утра занималась. Давайте я вам покажу кокосика, как всегда. Он у меня тут спит. Вот мой кокосандр. Спит. Он мне активно помогал. Так, видимо, помогал, что решил отдохнуть. Вот у меня кроссовочки. Я их помыла, потому что у нас уже погода портится. Дождь был. Хотя так хорошо все начиналось. Давайте я покажу. Это я все слаживаю. Вот осталось парочку штук. И чем я занималась? У меня мама занимается изготовлением вот таких вот заколочек. Заколочки, резиночки, вот всякое для детей. И что я делала? Я сегодня их фотографировала, то есть делала фотосессию для них. Делала фотосессию и буду делать профиль в Инстаграме. Ну и продавать, соответственно. Так что вот занималась фотосессией вот этого всего. И сейчас покажу вам кое-что еще. А еще из новиночек, смотрите, купила я себе вафельницу. Она очень легкая, маленькая, небольшая. Она здесь не стоит, ну, здесь я готовлю на ней, а потом в шкаф спрячу. Поэтому очень удобненько. Я на ней на самом деле это не вафли делаю. Я делаю, хотя я уже вафли попробовала, неплохие. Потом как-нибудь сниму, как несколько рецептов сейчас пробую. И самые вкусные потом сниму. Я в ней жарю сырники. Ну, то есть тесто как на сырнике. Туда запихиваю. Мне нравится, когда сырники вот такие вот, как вафли. А там у меня, смотрите, что опачки. Это наш камбуча. Ну, вот насчет этой камбучи не знаю, что там с ней будет, не будет, что-нибудь непонятно. А вот это вот все у меня уже 5 дней она у меня стоит, все, ее сегодня надо будет переливать. Переливаю я, вот я уже здесь сделала чаек, он остывает, и перелью вот в такие бутылочки. И поставлю еще на пару дней. Когда ставишь на пару дней, то там газики такие не сильные, но появляются газики. И сейчас мы с вами сходим в магазин. Мне нужно купить апельсины. Я буду добавлять сок апельсинов и лимонов. Лимона у меня есть, апельсинов нет. Так что идем в магазин. Смотрите, пока меня не было тут все лето, у нас началось строительство школы. Ну, по плану вообще здесь школа, поэтому я надеюсь, что школа. Вот эти свечки тут строятся. А сейчас мы с вами еще поднимемся, покажу с высоты. А вот мы уже на 4-й этаж поднялись. Вот смотрите, как они, эти 3 дома еще не сдались. А здесь у нас будет школа. Мои окна не выходят на эту сторону, только окна коридора. Итак, пришла, купила лимончики, без апельсинов в этот раз. И смотрите, что я сделала. Я в баночку нашу накидала цедры лимона. Самое главное, чтобы там немного было белой части от лимона. То есть стараться только желтую отделять. Плюс у меня здесь розмарин. Я путаю розмарин и тимьян. Ну, короче, что-то из них у меня. Либо розмарин, либо тимьян. И вот здесь вот у меня сок лимона. Сейчас мою камбучу будем разливать по этим банкам. Вот она сама по себе камбуча. Снимаем. Давайте я внутри покажу. Сейчас, секундочку. А вот так вот она, вот если вблизи ее.
Вот этот мой гриб, он почему-то у меня вот так вот. И вот сверху вот так вот отсвечивает. Ну вот, в общем, растет грибочек, растет. Сейчас мы его будем доставать, перекладывать сюда и саму камбучу сливать. Итак, перелили в мерный стаканчик, и с него сейчас будем нашу бутылочку. Одну половину, потому что здесь сок у меня же еще лимона. И сейчас во вторую. А потом дополним остальным. Так, вот так вот. И дальше. И где-то вот так вот я оставлю. Это для того, чтобы и новый чай налью. Это для того, чтобы быстрее начались вот эти вот все реакции, которые должны быть. И дальше выливаем. Итак, налили свеженький чай и туда отправляем гриб. Гриб надо промывать раз в месяц. У меня еще месяц не пришел, поэтому я еще промывать не буду. Но в следующий раз я его уже промою. И делаем то же самое. Опять марлечкой. И опять так вот. Все. Ставим теперь, как всегда, в темное место. И вот что у меня получилось. Одна получилась полная, а вторая нет, потому что мы вот эту вот разницу оставили в банке. Это обязательно так написано по рецепту. Смотрите, насколько она светлее стала, чем когда мы готовим чай. Сам по себе чай, он вот, смотрите, как он темный. Но потом она хопочки и вот так вот светлеет. Так что все в холодильник дня 2-3 и буду уже пить. Всем привет, ребята! У нас сегодня новый день, моя картина. И сегодня я хочу нарисовать еще одну. Что-то мне понравилось рисовать. Я на самом деле хотела акварелью нарисовать. Заказала альбом, заказала все принадлежности, но они еще не пришли. Я заказываю с Wildberries. Он у меня прям под домом, поэтому очень удобно. Не надо далеко идти. А сегодня буду рисовать вот, так как у меня еще нет на чем рисовать, вот на таком листе. Это вообще лист у меня остался от шкафа. Мы когда шкаф делали, вот этот вот кусок остался. Он не промокает, поэтому вот на нем я сегодня буду рисовать. Я тут уже подготовилась, застелила стол. Это мешок для мусора. Поэтому буду сейчас... Красок у меня осталось очень мало с прошлого раза. Поэтому вот буду сейчас готовить, как получится. Если не получится сильно. Вообще вот эту вот, ну, здесь было уже нарисовано. Я ее смыла благополучно. Привет, кокос. И она у меня стоит на полу в спальне. И я вот хочу там нарисовать силуэт женщины в стиле ню. И поставить ее на место, вот, чтобы она меня там радовала. Так что вот так вот, кокосу уже все интересно. Будем рисовать, потом вам покажу, как у меня и что вышло. Или не вышло. Итак, час работы, и получилось у меня вот такое вот. Сейчас она еще высохнуть должна, поэтому не могу ее поставить. А вот там
оригинал. У меня единственное, я потеки здесь не делала, потому что у меня, видите, тут все лежит. Потом, может, сделаю, а может быть, так и оставлю. Ну, в общем, так интересно, хочу вам сказать, рисовать, ну, как бы повторяя за кем-то, мне жутко нравится. У меня еще, я уже себе сохранила в Ютубе, наверное, уже штук 10 разных картин, поэтому буду дальше рисовать, посмотрим, как там будет дальше. Итак, картина высохла, вот так вот она будет стоять прямо на полу. Мне ее очень хорошо видно, когда я как раз таки лежу на кровати. Поэтому мне она нравится. Это в спальне у меня будет стоять. А тут смотрите, кто. Сладкий заяц. Кокосик. Он тут лежит, смотрит. Так что вот так вот картина нарисована. Мне понравилось. Буду пробовать дальше. Итак, ребята, вечер. Смотрите. Женщина вон моя. Сижу я. Гора бантиков. Давайте вам поближе какие-нибудь покажу. А я занимаюсь, сейчас буду делать, вот тут пишу описание. Вот такие вот бантики. Описание, и буду создавать профиль в Инстаграме. Вот тут их у меня очень много. Надо их все... точный размер написать и начинать загружать. Тут у меня чаечек. Это гречишный чай. Единственный чай, который мне нравится. И кокос там носится. Так что вот так вот занимаемся. Итак, ребята, новый день. Мы с вами идем. Это, кстати, второй вход. Вот там у нас первый. А здесь это с обратной стороны. И мы с вами идем в Вайлдберрис. Сейчас покажу, где он. Вайлдберрис у нас находится вот в том здании. Так что пойдем сейчас заберем кое-что и покажу, что мы будем делать. А здесь у нас все еще стройка. Итак, я вернулась. Тут у меня кокос. Смотрите, какие полотенца заказала. Вот такие с кактусиками. Моя основная идея, они должны были быть черные. Это 100% хлопок, но вот такой грубый. Потом вот такие с тортиками. Давай, кокос, продефилируй. И не с котиками, там не было с котиками, а так бы с котиками заказала, с собачонками. Вот таких вот у меня 3 новеньких полотенчика. Мои уже все старые, застиранные, поэтому, думаю, теперь надо раз в месяц покупать себе новые какие-нибудь интересные полотенчики. Потом заказала вот такие вот ложки с длинными... с длинной ручкой. Это я не себе, у меня мама такие хочет, поэтому вот ей заказала такие. И самое интересное, то, что мы сейчас будем использовать, это вот такие гексагоны, которые мы будем крепить вот сюда. Здесь у меня мой камин, все помнят, да, как он выглядит. И там вот эти вот 3 розетки. Для чего они? Потому что я думала, когда строила вот эту инсталляцию, о том, что туда она вот, этот портал ровно под размер каминчика, который я хотела купить. Но потом была зима, потому что я предполагала, что здесь будет холодно. То есть у меня камин, я хотела не декоративную функцию, а именно как отопительную, потому что тот, который я хотела камин, он конкретно топит. Но... у меня здесь Ташкент. Каждый раз я выключаю батареи, потому что здесь, ну сейчас вот смотрите, 27 градусов. Было 29, 28 вру. Поэтому очень жарко. И я теперь вот этими гексагонами хочу задекорировать, вот, собственно говоря, выложить инсталляцию. Инсталлировать, вот, короче, заделать вот это вот. Они наклею, поэтому в случае, если квартиру буду продавать, можно их спокойненько убрать и сюда как раз таки, если кому-то понадобится, потом поставить либо камин, либо еще что-нибудь, мало ли. Так что вот так вот будет. Итак, у меня тут возникла одна проблемка, так как они же, ну, они такие пластиковые, и вот это вот выпуклая штука. И я, в общем, не знаю, может быть, мне
даже взять сейчас отверткой, вот снять вот эту вот саму раму. В общем, сейчас я еще подумаю и, возможно, даже сниму раму, потому что так оно на вот эти выпуклые части не хочет клеить. Ну, в смысле, я еще не пробовала, но мне кажется, не заклеится. Взяла отвертку и пошла, выключила свет. Ну, не во всей квартире, а в конкретно вот это, вот здесь вот розетки вот эти, они у меня вот с этой стороны и сбоку для елки, они отключаются у меня отдельно. Ну, в общем, я это сняла, но не сильно оно мне помогло, потому что здесь вот выпирающие элементы, которые мне все равно не дают приклеить. Ну, то же самое, что эти выпирающие элементы и здесь. Так что, не знаю, все устанавливаю обратно. Ладно, будем пробовать делать хоть как-нибудь. Посмотрим. Может, ничего из этой затеи не выйдет. Вот так отклеивается. Вот так вот. Пока что все остальное клеить не буду, подожду до завтра. Если не отвалится, то все остальное приклею. Вот, вроде ничего не отвалилось, приклеила я конечный вариант. Ну, как думаете, мне кажется, смотрится классно. Я еще защитную пленку не отклеила. Отклею ее, если ничего не отвалится. Ну, потому что если отвалится, то тогда, наверное, буду на какой-то другой клей, либо на двухсторонний скотч его цеплять. Поэтому сейчас она такая как матовая, а потом, когда уберу эту защитную пленочку, она уже будет тогда зеркальная. Плюс у меня вот эти вот штукенции, они у моей подруги. И она говорит, что если ты отклеил пленочку, а потом пальцами заляпал, потом ничем ты это уже не ототрешь, они уже портятся. Ну, то есть это такая непостоянная тема, недолгоиграющая. Ну, так как у меня там в камине нигде он не лазит, даже мой кот, вот, кстати. Поэтому надеюсь, что будет все нормальненько и так смотрится очень даже неплохо. Я сначала подумала, может быть, мне все обклеить, потом подумала, что нет, сделаю вот такую композицию. Ну, собственно говоря, это и все, что было в упаковке. Если хочется все обклеить, то надо еще штуки эти докупать. Еще, наверное, одну упаковку. Стоили недорого, на Wildberries 15 рублей.